17 ошибок сериала «Викинги». Сериал Майкла Херста стал одним из самых удачных проектов в новейшей истории. Изначально малобюджетный, скорее документальный, чем приключенческий, сериал быстро завоевал признание зрителей и заполучил армию восторженных фанатов. Но насколько достоверны его герои, сюжет и декорации? Существовал ли Рагнар Лодброк? Да, скорее всего. Саги о нем довольно многочисленны, а надо заметить, что скандинавские саги в целом достаточно достоверны. Со временем там спрессовываются события эпох, путаются и смешиваются детали, но общая канва и фактология героики редко нарушается. Это связано с тем, что скальды были не свободными в фантазиях поэтами, а эквивалентами новостной ленты или архивов для своего времени. Скальд, которого уличили бы во лжи или приукрашивании, был бы жестоко наказан. Кроме того, многие саги сложены в своеобразной стихотворной манере, которую можно запомнить как стих, но очень сложно перефразировать или изменить. Поэтому такой викинг, как Рагнар, существовал с очень большой долей вероятности, но временные рамки его жизни довольно размыты. Рагнар жил и правил в Норвегии. Принято связывать викингов и Норвегию, однако в реальности все было сложнее. Деяния данов говорят о том, что Рагнар Лодброк жил в Дании, а потом стал конунгом, внезапно Гордарики Руси. Этот парадокс можно списать на путаницу в саге. А деяния данов несколько грешат разнообразными неточностями, но к Норвегии Рагнар определенно не имеет никакого отношения. Учитывая, что за его смерть пришла мстить великая армия данов, скорее всего он был датчанином. Однако именно норвежские саги помнят его все многочисленные подвиги. Вот такой поворот истории. Викинги не знали о Британии и приплыли туда только вместе с Рагнаром. Это не так. ДНК-анализ жителей Шотландии показал, что они имели брачные контакты со скандинавами с самых давних времен. Кроме того, Рагнар наведался в Британию в 793 году, когда как первое зафиксированное нападение викингов датируется еще в 753 году нашей эры. Викинги легко убивают соплеменников и чужаков. Убийство викинга в мирное время своего земляка было тягчайшим преступлением. Если кровную месть или вызов на бой общество прощало и понимало, то немотивированное убийство заканчивалось для виновного изгнанием в леса и горы, где он в одиночестве проживал свой век. Как правило, очень недолгий в суровых северных землях. В набегах иное дело. Викинги были крайне жестоки и совершенно не боялись смерти. Поэтому картины массовой резни и разорений при набеге – достоверные факты. Сериал, хотя и довольно натуралистичен, но тоже предпочел не включать в сюжет самые кровавые сцены, как, например, забаву викингов – подбрасывать младенцев и ловить их на копья, которую фиксировали очевидцы при набегах в Англии и Португалии. Викинги носили сложные прически или брили головы. Внешность викингов – одно из слабых мест сериала. Во-первых, из-за длительной изоляции в Скандинавии. Викинги были преимущественно скандинавских же антропологических типов. Западноатлантический тип, нордит, трендер, бореби и балтит. Все они отличаются массивностью тела, высоким ростом и светлой пигментацией волос и глаз. В фильме же мы видим викингов-брюнетов со средиземноморскими чертами. Нельзя сказать, что таковых не было, но такие черты считались экзотическими для людей своего круга. Саги прямо превозносят белокожесть и светлые волосы, в ущерб темноволосым и кореглазым. Что касается причесок, то викинги, как большинство германцев, носили длинные волосы. Но не распущенными, как показано в кино, чтобы эффектно ими встряхивать в бою, а заплетали их в косы, завязывали узлами в так называемый свевский узел, прятали под одежду. Еще одной типичной прической является прическа Бьорна-мальчика с выбритым затылком и низкой челкой. Такими викингов изображают нормандские гобелены. Выбритая же полностью голова – это признак раба или преступника у викингов, но никак не свободного и высокородного человека. Едва ли Рагнар мог носить такую, не вызывая насмешек. Даже природная алопеция, облысение, не могла давать право викингам брить голову, о чем сокрушался известный берсерк и скальд Эгиль Скалогримсон.
говоря о том, что боги дали ему огромный рост, силу и ярость, но лысую голову, темные глаза и умение петь саги, что недостойно для сурового воина. Прически а-ля пожилой Флоки, с бритой головой и длинным хвостом на макушке. Фантазия авторов сериала. Саксы и викинги не понимали друг друга. Это неверно. Саксы – выходцы из германской провинции Саксония, где жили их родичи еще многие века, уже после эпохи викингов. Рагнар исторически жил в Дании, а не в Норвегии, говорил на языке северогерманской группы, на котором же говорили другие германцы, заселившие Англию, англы и юты, с которыми саксы имели теснейшие контакты. Таким образом, саксы и викинги как минимум понимали друг друга, примерно как нынешние украинцы и русские, а скорее всего говорили на очень близком языке. Викинги носили кожаные одежды и обходились без шлемов. Кожа – крайне неудобная, тесная и душная одежда. Она выглядит красиво, особенно в сочетании с фантастическими прическами, но исторически совершенно недостоверно. Викинги носили простые льняные рубашки. Это и дешевле, и гигиеничнее. Кроме того, английские хроники всячески подчеркивают любовь викингов к дорогим тканям и ярким краскам, что не похоже на коричнево-серую гамму их одежд в сериале. Что касается доспеха, то армия викингов с непокрытыми головами вызывает только смех. Такое войско потеряло бы половину воинов в первой же битве. Викинги не экономили на доспехах и оружии. Шлемы с полумасками, конической формы, глухая кольчужная броня, защитные рукавицы – необходимый набор для выживания в их среде. И, конечно же, никаких рогатых шлемов. Уровень гигиены у викингов был крайне низок. Этот стереотип родился из трудов Ибн Фахдлана, арабского автора, который видел норманнов в походе и с отвращением описывал их обычаи. Викинги – народ красивый, но грязный и варварский. Так описывают арабы скандинавов, которые держали свой путь на восток. Они самые грязные из существ, созданных Аллахом. Они не убирают за собой ни после акта дефекации, ни после мочеиспусканий. Они не моются после полового акта и даже не моют руки после приема пищи. Однако других подобных описаний история не знает, а англичане наоборот говорят о том, что викинги очень часто мылись, всегда носили с собой гребни и украшения, любили дорогие одежды, отчего имели успех у англичанок. Возможно, походные условия жизни викингов были вынужденной мерой, когда пренебрегали гигиеной. Женщины сражались в одном строю с викингами. Хотя женщины и имели в скандинавском обществе очень высокое положение, владели собственностью, могли замещать конунга, могли уйти от мужа, но все же их участие в битвах – крайняя мера, когда просто уже больше некому. Выдержать бой с 90-килограммовым великаном, закаленным в битвах, даже для самой подготовленной женщины, едва ли возможно. Это чистые фантазии и реверанс в сторону феминизма. Викинги умело использовали лук и конницу. Сформировавшись в глухих лесах, фьордах и горах Скандинавии, викинги практически не знали конницы. Они опирались на северный стиль войны, тяжелую пехоту. Хотя конь почитался ими как важное животное, но это память о временах индоевропейской общности, откуда вышли и скандинавы. На восьминогом жеребце ездил сам Один. Но так как рельеф Скандинавии не располагал к коневодству и тем более кавалерийским наскокам, редкий викинг умел хорошо ездить верхом и сражаться на конях. Лук викинги знали как охотничье оружие, но использование его в бою порицалось и осуждалось. Лук считался оружием трусов и слабаков, которые убивают из засады, не имея сил сражаться в честном бою. Викинги были виртуозными мечниками. К сожалению, для любителей эффектных боев, все средневековье королем полей битвы было копье. Меч был страшно дорогим, сложным в освоении орудием, весьма сомнительной эффективности. Им владела аристократия, применяя в стычках между собой. Прочие же вполне справлялись с дешевыми и эффективными дубинами, топорами, клевцами и молотами. К тому же удар мечом по броне наносил меньший урон, в отличие от удара топора, который при большей массе в точке удара мог, по крайней мере, оглушить противника, в то время как меч просто отскочить от брони. Поэтому свою волю миру викинги диктовали не мечом,
а копьем и топором. Викинги были людьми огромного роста и силы. Здесь двойственный момент. Археологи достаточно часто находили останки викингов, их средний рост примерно 173-175 сантиметров. Живой человек, воинского рода занятий, мог иметь вес более 90 килограммов. Но для современных людей они были скорее среднего или даже невысокого роста. Другое дело в их время. Население Британии едва ли было выше 164 сантиметров для мужчин, и викинги существенно их превосходили по физическим данным. Однако средний рост, например, франкских гвардейцев Шарлеманя, Карл Великий, составлял 182 сантиметра 5 миллиметров. Поэтому далеко не всегда большая часть викингов была выше соперников. Хотя Хрольф Пешеход Ролла в сериале описывается как человек такого мощного сложения, что его не могла возить лошадь. Викинги практиковали групповой секс и не осуждали гомосексуальные отношения. Это очередной реверанс от сценариста в сторону меньшинств. Нет никаких подтвержденных данных о легкости деления законной жены со всеми желающими, сожительстве женщин и мужчин с лицами своего пола, непорицаемых бы обществом. И если какие-то намеки на мужской гомосексуализм, обычно в рамках насилия над соперником, еще можно обнаружить, то все остальное – выдумка и попытка подражать «Игре престолов». По части сексуальной жизни все германские народы отличались большой сдержанностью. Но это не мешало им иметь несколько жен, наложниц, а также сексуально эксплуатировать рабов. Флоки мог в одиночку построить дракар? Конечно, нет. Это громадная, сложнейшая работа, которая физически не под силу одному человеку. На распиливание одного бревна вдоль у двоих человек мог уйти целый день. Что уж говорить об одном мастере. Поэтому создавший целый флот в одни руки Флоки – это грубейшая ошибка и незнание реалий сценаристами. Ивар Бескостный был безногим инвалидом. Очевидно, что разъезжающий на колеснице Ивар по топким полям Британии быстро стал бы прекрасной мишенью или не смог бы убежать от врага, если колесница вдруг застрянет или перевернется. В бою такому делать нечего. Но в летописях он вполне реальный персонаж, с высокими навыками бойца. Как же это вышло? Прозвище «Бескостный» может иметь несколько переводов, например, гибкость тела, ловкость и координацию, физический недуг, хромота, увечье, либо даже импотенцию. В пользу последнего говорит тот факт, что Ивар не имел детей и жен, умер в старости и одиночестве, а характер имел, судя по сагам, крайне вспыльчивый. На это намекают и создатели сериала, когда тот отказывается от сексуальных услуг рабыни. Прядь о сыновьях Рагнара сообщает: у него не было детей, потому что он был таким вспыльчивым, что не встретил ни страсти, ни любви, но у него не было недостатка в мудрости или жестокости. И умер он от старости в Энгланде и был похоронен в кургане. Франки были плохими воинами и побеждали только с помощью арбалетов. Грубейшая ошибка сценариста. Франки незадолго до событий разгромили аварский каганат, сильнейшее государство Европы, вместе с Византией. Их мечники и тяжелая конница рыцарского типа была непревзойденной на тот момент. Викингам приходилось сталкиваться именно с ними, причем чаще всего не доводя дело до крупных битв, ограничиваясь набегами. Так как противопоставить атаке тяжелой конницы викинги мало что могли. Арбалеты вообще появились в Европе в 475 году, но обрели массовость в армии гораздо позже. Хальфдан и Харальд были братьями. Хальфдан Черный и Харальд Прекрасноволосый были не братьями, а отцом и сыном. Причем выглядящий более молодо в фильме Хальфдан был отцом Харальда. Да еще и мальчик очень рано убежал из дома с колдуном Фином, и более они не встречались. Поэтому сражаться в одном строю и быть одного возраста они ну никак не могли бы. Как видите, у сериала очень много неточностей и явного украшательства для достижения пущей зрелищности. При внимательном изучении ошибок можно найти еще на несколько десятков пунктов, но пока остановимся на этих. Если вам понравилась статья, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.